Сьогодні ви побачите дійсно надзвичайне відео місце розгрому російської батальйонно-тактичної групи, яка контролювала висоту над містами Рогань та селище Мала Рогань, яке перекривало важливу трасу Київ-Харків. Саме з цього місця українські воїни вибили росіян зведені підрозділи російських військ, які з 26-27 лютого зайняли цю важливу стратегічну висоту і утримували її місяць в дуже тяжких боях. 26-28 березня українські воїни вибили російські війська, звільнили висоту і тепер звільнили Малу Рогань, звільнили Рогань від обстрілів. І зараз ви побачите цю посадку смерті, де були знищені великі сили російських окупантів. Зараз почнемо цю подорож по цій посадці та по знищеній російській техніці. Друзья, это город Рогань, Харьков. То, что я вам покажу сейчас, такого видео вы, конечно, еще никогда не видели. Это место победы, очень большой победы украинских воинов 90. Сюда Российская Федерация, ее войска зашли. Они зашли сюда 26-27 февраля и месяц удерживали эти позиции. Ну, на этих позициях было уничтожено, перебито огромное количество российских военных, взято в плен более 60 военнослужащих Российской Федерации, взяты старшие офицеры, командиры, батальонно-тактическая группа из состава воинской части, из состава 59-го полка 144-й дивизии здесь, 138-й бригады подразделения, возможно даже не одну, сводные группы из состава нескольких БТГР. Но здесь полный состав. Сейчас мы увидим уничтоженную, брошенную технику. Просто погром. 2 километра полного разгрома. Колоссальные трофеи боевой техники, оружия. МТЛБ одна, МТЛБ вторая. Те, кто выжил, спасались бегством. Вот это все российское оружие. Буквально сегодня утром закончилась зачистка, и я иду, чтобы показать вам результаты этого боя. Вот прям по горячим следам. Наши воины сейчас зашли сюда. Зачистка закончена, сейчас собирают трофеи, они огромные, вот в таких норах. А россияне пытались выжить от огня украинской артиллерии, снайперов, противотанковых управляемых ракет, станки на ПТРК, то что надо. Все есть с прицелами. Трофеи, конечно, здесь богатейшие. Гранатометы со всех сторон. Так, вот еще. Уничтожено. МТЛБ. Еще одна. Z посадка смерти. Погром. Вау! Да тут раз, два, три. ПЗРК. Это ценно. Гранатометов-то сколько, ёлы-палы. Вот это. Они знали, что идут. Никакие учения, все это вранье. Есть, мы захватили документы российской воинской части. Вот, сейчас мы всю посадку смерти пройдем. Посадка смерти целой батальонно-тактической группы. Красота. Да, здесь наша
артиллерия, конечно, нанесла по ним сокрушительный удар. Да, вот здесь украинские воины, 92-я бригада прошла посадку полностью, зачистила ее. Ряд украинских воинов, позывной Кум, позывной Рокки, позывной Припять представлены званию Героя Украины. Очень многие представлены к орденам, высоким государственным наградам. Вот здесь результаты их сокрушительной боевой работы. Очередной российский оккупант. Так. Да, такого, конечно, Путин не ожидал, что российских оккупантов будут уничтожать целыми батальонами, тактическими группами. Посадка смерти продолжается. Убийственная для российских войск посадка, из которой их выбили украинцы. Враг здесь оборонялся. Они цеплялись за эту господствующую высоту. Смотрите, как надо этот обзор позволяет контролировать местность. Они бросали все силы. Работала российская авиация, вертолеты. По нашим воинам били баллистические ракеты, реактивные системы залпового огня. Здесь было брали настоящие украинские герои. Вот, и они врага. Теперь отсюда российские грады не будут стрелять по жилым кварталам Харькова. Так, это что у нас? Еще одна боевая машина, брошенная российскими войсками, подбитая украинцами. Видите, сколько осколков получила МТЛБ. Огромное количество. Документы. Воинская часть 25011 здесь тоже понесла потери. И большие. Так. Ну, конечно, в сводках потерь нет, они же здесь остались. Их просто никто не посчитал. Никто не посчитал российских солдат, убитых, уничтоженных здесь. Поэтому у Путина потерь нет. Как говорит Путин, все идет по плану, да? Путин говорит как? Все идет по плану. Видно уничтожение российских войск целыми БТГРами. Это тоже плановая работа. Так надо. Так надо. Обрывки формы. Кого-то здесь, конечно, они здесь держались месяц. Месяц. Цеплялись изо всех сил. Пытались зацепиться в этих норах. Но вышибли из этих нор. Добили. В плен были взяты нашими воинами. Командование российских подразделений 59-го стрелкового полка 138-й мотострелковой бригады были уничтожены. Многие офицеры, захвачены документы. То есть тотальный разгром. Очередная МТЛБ, разбитая огнем артиллерии 92-й бригады. Так. Очередной станок ПТРК.
Гранатометы, тут гранаты на каждом шагу. В общем, мечта трофейщиков. Надеюсь, что 92-я все это соберет очень быстро. Что количество видно такого вооружения. Так. Очередная лисья нора. Всюду их выжгли. Так, что тут у нас? Начальник пункта боепитания. Вот тут оно было. Аккуратненько они так, табличечки, все в порядке. Все в табличках. У них тут аккуратно все сделано. Упаковочный лист на изделие. Навес навигация. Так, хорошо. Еще одна МТЛБ. Уничтожена. Не 5, не 10 минут 40 или час. Ох, тут у них что-то стояло. Рвануло. Но еще успели вытащить из капонира. Да, месяц боев. Навигационная система, видно, какая-то. Тут наши набрали навигаторов, связи. Огромное количество просто. Так. Боеприпасов, быка здесь тягать, не перетягать. Так, идем дальше. Дальше по посадке смерти российских войск. Стянули сюда самое боеспособное. Разные подразделения. Все, что у них было под Харьковом, бросили, чтобы удержать малую Рогань, трассу перерезать. Место здесь важное, имеет тактическое значение. Они здесь цеплялись. Но украинская армия вышибла врага. Украинская армия вышибла врага. Цеплялись россияне, цеплялись. Не получилось удержаться. Так, это что у нас интересное? Мотострелковой бригадой, и сюда их видно тоже какие-то части перебросили. Очень важная для них была высота, очень важная. Еще и этих сюда кинули. Сколько разных войск здесь было. Да. Вот представьте себе, всю эту посадку наше подразделение прошли с боем. Это просто потрясающе. Сколько же здесь было, представьте, личного состава. Они долго держались, освободили. Подразделение сменяло другое. Не хотели уходить. Держать любой ценой. Били в ответ. Так, и что это у нас? Очередной танк уже. У нас танк. Танковый снаряд. Так. Т-72Б3. Тоже получил прилет. Да, выведен из строя. Ну, я думаю, восстановят, может быть. Хотя ствол даже побитый. Посмотрим, конечно. Если тут есть чего
останавливать. Они-то думали, что учение провести. Учение. Вот так вот. Так вот лежат. Да. Один танк подбитый. А вот этот Т-72Б3. Взрыв боекомплекта. Башня отлетела. Уничтожена. Да, отлично. Блиндаж очередной. Сколько ящиков тут. Это что у них тут тоже БК, да? Танковый боекомплект. Отбивались, видите, тут. Настреляли немало. Много. Хорошие такие ящики. Пригодятся тоже. БК гранатометов сколько. Не хочу. Что у нас? Н-135. Так. Танчик работал. Знаете, какая позиция? Позиция была очень выгодная. Очень. Уходите отсюда. Чтобы всех тут оставить. Повезли они. Повозили многих. Постоянно каждый день раненых, убитых. Новое подразделение. Высота важнейшая. И вот как взяли малый ураган, так с этого направления перестали насыпать грады. Перестали. Вот так. Еще одна боевая машина. Там ДЛБ тоже уничтожена. Тоже там БК полно. Отлично. Может, этот карате вот его как раз, наверное, можно и восстановить. Так, не видно по нему особых повреждений. Нет, видно, что, конечно, по нему отработали. Вот вроде целая. Будем даже вытащить. Да. Блин, дажики побитые. Побитые, разбитые. Капониры, да. Ну вот оно. Вот мы прошли. Каких-то 45 минут. Это я просто вышел, двигался, шел. Не все еще успел заснять, конечно. Полно тут всего лежит. Красота. Да, но уже все показал. Вот такие вот позиции российских войск уничтоженные под Харьковом. А вот видите, это они отсюда, гады, машины расстреливали гражданские. Вот прям с этих позиций, я думаю, да. Вот тут они стояли. Видите? Вот тут они стояли и расстреливали. Там все пулевые у людей по машинам и у погибших. Они все с этого места. А этот, видите, покойник начитанный был. Книжку офицера он читал. Да. Вот. Читал книжку офицера и расстрелял гражданские машины. Ну и отомстили, конечно, гаду. Вот, видите, как они расстреляли отсюда. Отсюда расстреляли машины гражданские. А вон, обратите внимание, МТЛБ как раз вела огонь. Вот ствол как раз в этом направлении. Вот так вот они. Вот такой вот они творили. Село Мала Рогань звільнено українськими військами.
Зараз ми бачимо результати роботи 92-ї бригади. Пряме влучення по російському Т-72. Машину знищено. Це вибух боєкомплекту. Так, тут теж близький розрив, накрили. Машина повністю в боєздатному стані, але завалена уламками. І третій Т-72Б3 панічно впав в яму. Абсолютно теж ціла машина, взагалі не ушкоджена нічим. Все це стане добро, те, що вціліло, буде поповнювати озброєння Збройних сил України. Путін багато робить для мілітаризації України. Вже не одну сотню танків Росія кинула, російські танкісти панічно тікають і техніку забирають справжні леви, українські воїни. Мала Рогань – це Україна. І завжди буде Україна. Слава Україні!